Всем привет! Вы на канале Радов Одесса. Меня зовут Александр. Мы чиним, ремонтируем все на работе, дома и везде. Вот наш девиз: жизнь сплошной ремонт. Так получилось. Вот моя машинка. Она сломалась. Вот. Спасибо всем, кто уже подписался на наш канал. Подписывайтесь и вы. Я думаю, что каждый со временем найдет, что тут отремонтировать для себя, ну, так сказать, что посмотреть, чтобы воспользоваться советами для себя. Вот. В этом видео пойдет речь о стиральных машинах. Я постараюсь рассказать все, что я знаю. В этой машинке, скорее всего, сломалась крестовина. Мы попробуем отремонтировать ее без покупки новой. То есть я уже так делал, я покажу, как это делать. Но начнем с разборки. То есть в чем у меня проблема? Барабан, когда крутишь, идет вот такой звук. Многие скажут, что это сломался подшипник. Да, возможно. Но может и нет. То есть потому что надо проверить центровку самого барабана. Вот видите, здесь я двигаю, край уходит аж вовнутрь. Вот, видно? Вот так вот. То есть заходит за резинку. Потом я подвигаю, вот, он выходит наружу. То есть это обозначает то, что барабан смещен, а значит, скорее всего, сломалась крестовина. Вот у меня такой набор инструмента. Я делал обзор, кстати, по этому набору, кому интересно, посмотрите. То есть, что мы будем делать? В первую очередь, естественно, начинается это все с разбора. В первую очередь, что нужно сделать, это открутить вот эти два шурупчика. Вот. То есть просто крестовая отвертка и откручиваем. Сняли верхнюю крышку. Вот. Как видите, тут груз, коробка для порошка, подачи воды и клапан подачи воды. То есть, если плохо вода набирается или вообще не набирается, то есть либо программа сломана, либо вот этот вот датчик. То есть все это нужно сейчас разобрать, снять. Вот. Это клапан уровня воды, то есть он отвечает за набор воды. Вот, если у вас перебирает воду или не добирает, то это вот этот клапан. Вот, нам нужно это все разобрать, снять переднюю крышку, отсоединить всю электронику и вытащить барабан наверх. Сейчас мы разберем все сверху, положим на бок машину и разберем все снизу, вытащим барабан. Первое, что мы сделаем, это снимем вот эту панель. Тут сверху откручиваются вот эти вот шурупчики. Тут два еще в отделении обычно. То есть все, в принципе, машинки разбираются плюс-минус одинаково. Винтики мы наши открутили. Теперь нужно снять эту историю. Тут она просто на защелках, вот так. Поэтому подщелкиваете их и оттягиваете. Видите, как все поржавело. Тоже поправим в процессе. Нужно отсоединить все электрические провода и убрать панель. Вот. Дальше снять вот тут вот этот датчик уровня воды, тоже отсоединить, потому что он будет мешать выходу. Снять вот эту коробочку, то есть тоже здесь болтик я уже открутил, она шевелится, нужно отсоединить шлангочки и снять вот этот клапан. Всю эту электрику отодвигать. Вот, а дальше будем видеть. Сверху я почти все разобрал. Сейчас откручу еще вот эти клапана и достану вот эту штуку. Вот, тут вот я снял вот этот хобот, который перелив. Вот. И там такая заморочка еще снизу, куда вода уходит, когда ее подает воду. Ее надо либо отодвинуть как-то отсюда, в общем, нужно тоже ее снять. Либо, может быть, сейчас мы будем снимать вот этот вот хобот, здесь вот снизу, если видно, пружинка, вот ее поддеваете отверточкой и снимаете. То есть потом, может, можно будет туда руку подсунуть и вытащить вот это вот предмет. Мне осталось только грузик снять, груз вот этот бетонный, балансир, так скажем. Тут просто головка там 12. Вот, или на 14, откручиваете его и снимаете. Вот. Еще тут две пружинки, у меня две,
В большинстве машинок одна пружинка. Вот. И их надо будет снять. Верх стиральной машины уже разобран точно. Мы видим барабан. Мне повезло очень в данном случае. То есть этот барабан разборной, он на защелках таких вот. Вот, значит, он легко, ремонтопригодный. Есть три вида барабанов, то есть это на таких защелках, на болтах-винтах, и самый хреновый вариант — это спаянный. Как правило, они сейчас у современных машин у всех спаянные барабаны. То есть такой барабан можно сделать, вернее разобрать, но его нужно пилить. Вот по шву он пилится, вот, и потом разрезаете его, потом делаете все, что вам нужно внутри, и склеиваете его и сажаете либо на болты с гайками, либо на саморезы. Я делаю так и так, в оба раза работает. Просто нужно взять хороший кирпич и заклеить так, чтобы барабан не пилил. В остальном проблем нет. То есть сейчас что нам нужно сделать? Брус верхний мы уже сняли. Вот, нам нужно отодвинуть ремень вот этот, вот снять его. И потом перевернуть машинку, снять навесной с той стороны, то есть этот движок, там и прочие шлангочки, которые к ней подходят. Я не фоткаю ничего, но вы если будете делать, то вы фоткайте, потому что забудете, что где стоит, потом не соберете. Вот, то есть напоминаю, вот этот обязательно хотел снять, то есть его вовнутрь. Напоминаю, что я хочу сделать, я уверен, что там поломалась силуминовая крестовина, которая крепит барабан с валом к подшипнику. То есть я ее попробую сделать, не покупая новую. Я так уже делал. Вот, сейчас мы доразберем ее дальше. Разобрано, как видите, по низу. Двигатель я буду доставать в другом месте, там откручу наружу, то есть я снял амортизаторы, вот, они нормально стоят. Вот, соединил кофту слива воды и отсоединил электрику. Дальше можно вытаскивать барабан. Я напоминаю, что я не профессиональный ремонтник машин стиральных, я это делаю по мере надобности, честно. Раньше не знал, что мне придется это делать, потому что машинка только вчера сломалась. Вот, и я еще не знаю, сломалась ли там действительно крестовина, но думаю, что это крестовина. В этом видео увидим, как ее разобрать. Посмотрим, крестовина ли действительно так поломалась. Прав я или нет. Делаю это вместе с вами. Говорю, я не разбирал, не видел, что там внутри. Вот, сейчас нужно снять скрепление вот эти вот пружинки. Вот, и извлечь оттуда барабан. Потом мы снимем защелки и посмотрим, прав ли я или нет. Подписывайтесь на канал. Вот. Пока снимаю барабан, хочу рассказать немного об истории стиральных машин. Первые стиральные машинки еще, по-моему, в 1600 или 1700 каком-то там году появились. Вот. Были они похожи на бочку просто, вот, в которую вставлялась такая палка с крестовиной. И только в 1904 или 1903 году, по-моему, была придумана первая машинка с электрическим двигателем, которая уже приводилась не от руки действия. Вот. И постепенно эти машинки вытеснили прачек из бизнеса, так скажем. Вот. А уже потом появились первые сначала механические программируемые машины, которые работали на принципе там, на принципе часов. Вот. Тоже программировались, у меня даже была какая-то немецкая. А потом уже появились первые с компьютерными программами. Забыл еще за вот эту вот фигуру, что у меня барабан не вылазит. А тут еще вот эта фигура тоже необходимо открутить. Вот. Так,
Тут оказалось, что нужно переднюю часть снимать, это весь фасад, вот, чтобы вот эту фигню убрать. Вот. Ну или хотя бы для этого надо открутить вот эти все болтики, они тут так заржавели, что просто капец. Я их сейчас буду спиливать турбиной, такой форс-мажор. Я говорю, что делаю это вместе с вами прямо сейчас. Так, час работы, барабан у меня в руках. Теперь тут шестигранник, надо снять шкив. Шкив, вот этот, я снимаю вот так. Вставляю сюда в ребро, вставляю шестигранник на 10 моментов. И вот так вот трубой подгибаю. Бывает очень тяжело выходит, тут вроде бы нормально. И все, и выкручиваете вот этот болтик. Надо снять защелки. У меня вот такие вот, в других барабанах, я же говорю, у меня были, видел, винты. То есть вот так они отстреливают эти защелки. Вот такая вот фигня. То есть и по кругу все снимаете. И сейчас скроем барабан, посмотрим. Так, барабан разобран. Теперь осталось выбить его из подшипника. Ну, еще потом надо будет сами подшипники повыбивать. Все, сейчас посмотрим, прав я был. Так, видим, я оказался прав. Поломана крестовина. Вот. Поэтому барабан был зацифрован. Видите, вот я его отбил. Обрезать. Вот. Будем восстанавливать. Что делать? Покупать денег нету. И пытаться восстановить. Давайте повычищаю все. Вот. Сам подшипник я менять не буду. Он нормальный. То есть номер подшипника. То есть если у вас с крестовиной все нормально, подшипник поломался. То есть люфтом и так далее. Проверяйте только крестовину, она должна в подшипник ходить плотно. Вот, то есть даже чуть-чуть забиваться. Если она болтается там, то надо уже менять ее точно, потому что вал раздолбанный, она будет убивать просто подшипник. То есть если у вас просто поменять подшипник, процедура по разборке вся та же, только вот смотрите номер подшипника, вот 6204. Выбивается он наружный с этой стороны, внутренний с той стороны. То есть меняете, ставите все на место, собираете. То есть это, вся процедура та же самая по замене подшипника, только не меняете крестовину. То есть, вот крестовина наша, как видите, у меня была и хуже, я восстанавливал, это еще куда не шло, как бы вся в говне, ничего. То есть мы ее почистим. В следующем видео я покажу, как такую вот фигню восстановить. Вот, то есть сломалась крестовина, не хочу ее покупать, буду восстанавливать. Все, как бы вот наша машина разобрана. Теперь будем восстанавливать крестовину. В этом видео будем собирать стиральную машину обратно до кучи. В прошлых двух видео, в первом видео я ее разбирал, во втором видео я восстанавливал крестовину, вот она. Вот, в этом видео я буду ее собирать полностью обратно до кучи из этого всего. Соберем из нее стиральную машину. И параллельно с этим я буду еще объяснять за каждую запчасть, за что она отвечает. И если случилась какая-то поломка, куда вообще смотреть, что искать. Вот, в первую очередь хочу сказать большое спасибо тем, кто уже подписался на мой канал. Уже почти 500 человек у меня. Я очень рад этому. Подписывайтесь и вы. Будет много полезной и интересной информации. Тут чиним, ремонтируем все своими руками, на работе и дома. Жизнь сплошной ремонт — наш девиз. Как помните, в прошлом видео я восстанавливал крестовину. Вот она, целенькая.
уже стоит на барабане. Первое, что здесь я сделаю, это вот у меня вот эти все запчасти, они ржавые. То есть и внутри стиральной машины, там вот куча ржавых мест. Вот здесь я все это почищу сейчас вот тут. И подкрашу белой просто масляной краской, чтобы оно дальше не ржавело. А дальше буду собирать и в процессе рассказывать, какая запчасть за что отвечает и куда смотреть при поломке. Итак, корпус стиральной машины я, смотри, почистил, прокрасил. Все места попрокрашивал. Вот. Снизу там тоже все прокрасил, где ржавое было. Вот эту вот фигню, где порошок, возле порошка она всегда ржавеет, я прокрасил тоже обычной белой краской. Вот такое все было. Вот. И эту историю тоже внутри прокрасил. Это не для красоты даже. Вот. Это просто для того, чтобы оно не ржавело дальше. Теперь пойдем собирать барабан. Сальник у меня вот новенький. Вот. Сейчас покажу тоже, как его правильно ставить. Из детали это TEN, то есть с ней проблемы какие могут быть. Это, естественно, не греет воду, то есть там тут две причины. Либо панель управления, то есть это нужно проверять питание, когда он должен нагревать. На фишках должно быть питание 220 вольт. Вот. А сам TEN проверить просто на прозвон. Сюда выставляете мультиметр на сопротивление и проверяете вот эти два контакта. И второй может еще пробивать на корпус. На корпус проверяете то же самое. Один щуп сопротивления на сам корпус, один на контакт. И также второй контакт. То есть если не пробивает TEN на корпус, значит рабочий, все нормально. Если питание идет, вернее, вот, а TEN не греет, то, естественно, он сгорел, соответственно. Менять TEN, ну, то же самое. Это откручивается, TEN достается, ставится новый. То есть любой проблемы стиральной машины может быть два варианта. Это либо сама деталь, либо панель управления. То есть проверяйте питание, которое приходит на запчасти. Значит, я все это сейчас вычищу, кромку эту срежу, герметиком все это замажу. Вот, тут тоже почищу, поставлю новый сальник, покажу, как ставить. Там вот смазка, ну, в общем, я еще добавлю. И буду собирать. Вот моя крестовина, которую я устанавливал, если кому интересно. То есть она была поломана в одной из этих штук, я уже не помню в какой. Там на канале есть ниже видео. Пожалуйста, подписывайтесь, смотрите, много будет интересной, полезной информации, как что дома сделать, восстановить без покупки, без лишних затрат. Что еще хочу по TEN сказать, еще одна может быть проблемка по TEN, это вот этот датчик, то есть это датчик температуры. Это если перегревает сильно там или не догревает, ну, в общем, может быть датчик, может тоже быть это самое, проблема в самом блоке. Вот. Ну, датчик надо посмотреть, как в интернете, смотрите, как его проверять. Вот, проверяйте тоже. Вот, продолжаем сборку нашу. С крышкой бака я закончил. То есть здесь прошел герметиком по кругу, шланг поклеил. Что могу сказать по баку еще? Если подтекает где-то, ну, бак это очень редко. В основном смотрите по вот этим шлангам. Подачи слива в насос. То есть чаще очень часто вот этого шланга. Она расшатывается здесь и при заливе воды протекает не первый раз. Вот. А еще вот эта прокладка тоже, да, она здесь крепится. Вот. Тоже может где-то вот здесь протекать. А еще вот здесь дырочки такие. Вот они есть, видно. Это, в общем, чтобы дверцу не выливалось, слив с резинки этой основной обратно в бак. То есть если уже разбираете, то обязательно вот эти отверстия почистите, они всегда забиваются. Все, баковая крышка бака пускай сохнет. Теперь займемся самим баком. Вот наш бак. Здесь то же самое, я все вычищу. Подшипники я менять не буду. То есть если вы, у вас проблема с подшипниками, я в прошлом видео уже говорил, проверяйте на люфты саму крестовину. То есть вот этот вал, который вот здесь на крестовине, он должен плотно заходить в подшипники. Если он болтается, даже в новых подшипниках, то уже все, крестовину точно надо менять, потому что это уже притирка вала. Ну, то есть стерся сам вал. Я вычистил посадочный подсальник. Вот. И теперь вот у меня смазка есть такая. Это для шлюзов автомобильных. Думаю, что тоже сойдет. Вот. Я ее сейчас надрежу и на всякий случай вот туда вовнутрь натрамбую по
нужно смазывать, если что, подшипники, потому что подшипники старые. Просто это вот смазка высокотемпературная, она как раз рассчитана на такие вещи. Так, вот наш новый сальник. Тут уже внутри смазка есть. Вот. В чем тут фишка? Покажу, видите? Внутри два отделения в сальнике. То есть, как будто емкость для чего-то. То есть вот эта емкость, она для смазки. Она обязательно должна там быть. То есть иначе вал будет перегреваться и сальник очень быстро накроется. То есть там есть родная эта смазка. Я сейчас добавлю еще своей и вставлю его туда. Можно сливать. Вот так вот просто вставляется он. Не знаю, даже может забивать придется. Вот так станет. Даже забивать. Пришлось все. Себе спокойно вставляется руками. Все, сальник на месте. Теперь будем вставлять барабан. Устанавливаем. О, все, замечательно, сел. Сел барабанчик. Замечательно. Люфтов нет, все замечательно. Думаю, будет работать как часик. Теперь осталось только закрутить шкив. Вот, и можно будет собирать барабан. В первую очередь устанавливаем насос на место. То есть его надо почистить, тоже всю гадость оттуда повыбирать. Насос отвечает за выкачку воды. То есть если вода не выкачивается, опять же, проверяйте подачу тока на насос. Если подача есть, значит проблема в самом насосе. И второй вариант, в первую очередь, что надо сделать, если плохо выкачиваете воду, это вот фильтр. Он отсюда вот так вот выкручивается. Вот, и достается. То есть вот здесь вот скапливается всякая гадость, там копеечки, монетки, все, что проходит вот между барабаном и резинкой, вот сюда проваливается и здесь застревает. Из-за этого бывает вода не сливается. По насосу что еще хотел сказать, тут вот такая вот шлангочка, в нее вставляется вот такая вот трубочка. Это экстренный слив. То есть если у вас машина стала, его вынимаете и сливаете воду куда-нибудь. Тут в первую очередь устанавливаем двигатель. Вот. Он просто одевается на один болтик. Так вот устанавливается. По двигателю что могу сказать? Это либо он сам сгорел, машина вообще не работает, либо опять же питание. Еще могут быть щетки. То есть все нужно разбирать, проверять, смотреть. То есть, основная проблема двигателя это, конечно, машина просто не крутит. То есть, опять же, надо отдельно двигатель проверять, тут надо смотреть в интернете с разным скоростям, новых контактов, надо смотреть конкретно ваш, как его проверять. Так, двигатель я повесил, вот, все как бы крутится, то есть ремень ставится по старым местам, там увидите черные такие меточки, и здесь на шкиве они тоже есть, то есть ставьте просто на то же место, как он было все. Вот. Дальше сейчас я навешу амортизаторы, они должны плотно выходить. Единственное, что я здесь сделаю, это сейчас смажу их солидолом, чтобы они более плотнее ходили. Все, то есть состоят они из такой фигни. Можно их восстанавливать. Вот. Тут внутрь ставятся новые прокладки или вырезаются из резины какие-то. Набивается так же самый солидол. В общем, если он так плотненько вытаскивается, не болтается, то с амортизатором все нормально. Так, движок я повесил, амортизаторы тоже. Сейчас переверну, повешу пружины, подвешу. Барабан повесили, бак, вернее, повесили. Вот, насос
я подключил, на место почистил, фильтр почистил. Осталось только электрику здесь поставить и грузики. Грузики, естественно, знаете, нужны для баланса. Вот. Электрику, я говорю, фоткайте, ставьте на место. Ну, там не перепутаешь, фишки все разные. Вот. Сейчас мы ее положим на бок, машину, прикрутим амортизатор и подключим систему. По низу собрано. То есть движок, еще раз, отвечает за кручение, естественно. То есть поломка может быть самого движка, может быть не быть подачи с программы, может быть щетки. Вот. Либо там порыв ремня, разрыв не ремня, либо подшипник уже самого вала. Вот. Насос отвечает за выкачку, то есть воды. Это если плохо выкачивается, в первую очередь чистим фильтр вот здесь. Вот. Смотрим 220 вольт, есть или нету. Ну, естественно, сам насос тоже может поломаться. Вот. Тен, то же самое, пробивка на корпус, ну и может сгореть сам тен. Вот. Плюс датчик температуры. Проверяешь, чтобы он был работать. В принципе, по низу все. Ну и если потекло что-то где-то, я же говорю, бак течет очень редко, поэтому проверяйте шланг. В основном такой шланг. Сейчас соберу верх, вот, повешу грузики, и, в принципе, машина будет собрана. Последние детали, которые есть здесь, это вот либо датчик уровня воды, то есть он отвечает за набор воды, за количество. То есть если мало добирает или много добирает, бывает еще в некоторых моделях он регулирует первую подачу воды, то есть неправильно подает, тоже бывает. Тоже надо проверять, выйти сюда, если щелкает, значит нормально. Есть еще электронные. Вот, в общем, смотрите в интернете, как проверять. Но если с уровнем воды какие-то проблемы, то это вот клемма. Вот, она подключается вот сюда. То есть в зависимости от уровня воды давление в шланге возрастает и, соответственно, он перекрывает воду. Это первая деталь. Вторая деталь — это, собственно, клапана забора воды. Их два. Один на основную подачу, второй на кондиционер. Бывает на 3. Вот. То же самое. Проверяется на 220 вольт здесь и здесь. Вот. Ну и питание проверяете так же самое. Также тут еще есть фильтр вот сзади. Вот он. Вот такой вот фильтр. Вот. То есть бывает, что он забивается. Такая вот лапка есть. За нее пинцетом или плоскогубцами вытаскиваете, чистите. Ну, где нет входных фильтров там. То бывает часто, что такая фигня случается, что он забивается. Это вторая деталь, которая. Последняя еще деталь. Вот эта вот штука за дверцей сбоку. Это сигнализатор о том, что дверь закрыта. Без нее машина вообще не включится. То есть если у вас выбрасывает замочек, вот, то там или ошибку по закрыванию, то это вот эта хреновина, либо, конечно, платно. Все, теперь осталось все это до кучи собрать. Проводочек вот он идет на дверцу. Вот, все это собрать, одеть на место кольцо. И можно будет пробовать запускать ее. Поехали. Водичка нам обошла. Так, воду оно набрало. Сейчас посмотрим, как будет отжимать, когда будет крутить. Я же делал крестовину, восстанавливал. Мне нужно знать, будет ли она крутить нормально. Сейчас включу, когда начнет отжимать. Работает все нормально.
принципе, как и работала. Ни биения, ничего. Можно восстановить крестовину, можно все сделать. Не забывайте подписываться на канал. Будет много подобных интересных вещей, как восстановить что-то. Здесь, смотрите, я сэкономил как минимум 1500-2000 гривен на крестовину. Это если самому менять, а если вызывать мастера, то это очень дорого как бы. Поэтому я думаю, что в основном люди покупают просто тупо стиральную машину. Вот. То есть по итогу я сэкономил 5-6 гривен на покупку новой машины. Барабан, как видите, без биения, без ничего, превосходно работает. Так что вот так вот. Всем спасибо за просмотр.